Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, таро расклад. Что случится, что произойдет, события и неожиданности в ближайшее время, что ждет вас, мои дорогие, в начале лета, в июне месяце. Давайте с вами узнаем, что же скрывает будущее, и подготовьтесь услышать ту информацию, которая, по мнению карт, вам сейчас необходима. Не спешите. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, и здравого смысла. И первые три карты, как три знака судьбы. Выполним на колоде 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Получится ли осуществить задуманное? Может быть, куда-то мы и сами не пойдем. Может быть, где-то двери открываются, как бы нас рады видеть. А может быть, к некоторым придется подбирать ключи. Итак, что же там скрывает будущее? Давайте будем с вами узнавать три знака, что вам сейчас важно знать или нужно услышать. Дополним колодой Таро. И первая карта будет означать, что будет для вас внезапно. Что, возможно, вас, мои дорогие, удивит. Кстати, июнь может быть на такие метаморфозы богат. Я могу предположить, что скорее это вот не самые первые дни, а это несколько поотдаль. Поэтому и наш расклад у кого-то может проиграться с 1 по 10 июня, а у кого-то это пройдет в растяжку. Тут мы все разные. Итак, неожиданные контакты. С чем вот как раз первая карта, с чем это будет связано или с кем, да? Вот это удивление или неожиданности. Что прояснится в конце концов, да? И к чему приготовиться, к чему все идет в течение, на протяжении июня. Что будет меняться? Вот какой вопрос нужно держать в фокусе внимания? И что ждет в личной жизни в начале лета вас, мои дорогие? И финансы. Достанем такую карту. Что вас ждет? Каким начинается июнь месяц? Итак, первая карта как знак судьбы. Что же тут нам раскроет будущее? Вот смотрите, куда-то дверь как будто закрыта, да? Но семерка мечей, иногда мы говорим, что это карта обмана, карта вора. Но тут ведь карта, по сути дела, вот именно в этой колоде сам обмана. Девушка рисует картину в надежде, что настоящая дверь откроется, как только она закончит свой рисунок. Потому что она именно предполагает, что я сейчас нарисую, может быть, верит в магию, мои дорогие. Но мы-то с вами реалисты. Поэтому мы сейчас достанем дополнительную карту. Какой вопрос, какая сфера жизни? Где-то может совпадать вот с иллюзией. Вам нужно что-то пересмотреть. Упс, вот это да. Вообще-то ваша карта. Овен всегда император. Мои дорогие, любимые девочки, восхитительные. Но все равно, видимо, у вас сейчас будет в июне преобладать мужские энергии. В каком плане? Когда вы для себя поставили какую-то цель, ведь это всегда карта цели, карта организации. Возможно, у кого-то согласование с документами или подписание каких-то важных бумаг, важные встречи, переговоры. На что-то Овен нацелился. Но, видимо, где-то карта предупреждает, будь гибче. Вот здесь ведь гибче именно нужно быть. И есть по семерке мечей такое значение забрать свое. Будьте и правда гибкими императорами. Я иногда говорю, что ассоциация, да, с картой император. Есть два мнения, мое и неправильное. А мудрый император понимает, что две вещи, на которые мы не влияем: обстоятельства и людское мнение. Вот, видимо, вам эти позиции нужно будет учитывать. Давайте еще одну карту. Что скрывает будущее? Вот по первому вопросу или по первому знаку. Тут не все от вас зависит. Тут ведь именно какие-то, с одной стороны, вам нужно что-то переиграть. Вот именно подойти по-мудрому к какой-то теме. Нет закрытых дверей, самое главное, да. То есть фактически мы можем, допустим, поставить перед собой какую-то цель, план. И думаем, что вот если мы пройдем ступенчато какие-то пути, дорожки, вот эта дверь как будто откроется. А карта нам говорит: да нет, она уже сейчас открыта. Тебе просто нужно скорректировать именно метод или план. Давайте, какая сфера жизни участвует? Вот когда вам нужно что-то передумать. Ух ты! Десятка кубков. Это ведь вообще не только карта приятных эмоций, но это еще и где-то про достаток.
Кстати, нам показана пара, которая выходит, ну, как из храма. То есть совершилось венчание, да? А венчание – это почти акт записи гражданского состояния, будем говорить. Но если мы так иносказательно, а у вас карта император, тут вот именно нужно сделать что-то по закону, подписать какой-то документ. Возможно, с кем-то встретиться, договориться. И при этом понимать, что мы не можем давить на человека, или у человека там какие-то свои приоритеты будут. И нам придется договариваться, мои дорогие. Вот у вас какая-то тема, возможно, она будет касаться у кого-то недвижимости, у кого-то семьи или личной жизни. Но я не исключаю также и финансы. Но вот, по сути дела, по всем сферам жизни вам нужно навести баланс. И, может быть, вот об этом как раз император. Тут ведь не только сама по себе организация проходит, если мы говорим о учреждении, об инстанции, об офисе, а именно вы что-то вам нужно будет организовать. И при этом лавировать, мои дорогие. Может быть, для Овна это, ну, не очень типично. Но, с другой-то стороны, больше толку будет. Потому что, когда семерка мечей, тут ведь есть такая подсказка. Правда, больше эквивалент получишь, если сам, Овен, будешь где-то хитрее. Ну, давайте так уже по-простому и коротко. Второй знак судьбы. Отшельник. Еще один старший аркан. Император и отшельник. А что это такое? Вообще, это карта независимости. Закрытых дверей нет, но все-таки открыты двери или закрыты. Тут ведь самоотказ. Потому что нашему отшельнику, как все блага предлагают, да, есть какая-то возможность. Но у него свой путь. То, что он задумал, он понимает, что я должен пройти в одиночку. Я не могу сказать с учетом аркана нулевого. Посмотрите, ключи в ваших руках, как ключи от пространства. Тут у вас какая-то перезагрузка намечается на июнь, правда? У кого-то это может совпадать, два старших аркана, правда, с работой или важными решениями по личной жизни, кстати. У кого-то недвижимость, место проживания или поездка-переезд. Ну, у вас правда все получится. Но, видимо, корректировать планы необходимо. Даже если приходится договариваться, мои дорогие овны, держать преамбулу разговора постоянно, как, знаете, как активный пункт какой-то в вашем сознании. То есть даже если вы берете какие-то маневры, но, может быть, просчитывать окей, как будто говоря себе. Вот я сейчас на что-то соглашусь или я нейтрализую какую-то ситуацию, но что я от этого получу? Потому что королева жезлов – это та, которую жизнь уже научила, это сильная позиция, и где-то это ваша энергетика. Жезлы – это огонь, стихия огня. Но этот огонь, он в сердце, по сути дела. А вот она как раз благо земные получает, когда умело работает с информацией и правильно распоряжается деньгами. Если мы говорим отшельник, и здесь где-то есть подсмысл финансов, причем такой конкретный, потому что иногда это как бизнес-вумен. Мои дорогие мужчины, ну, перекладывайте на себя. Значит, бизнесмен. Но вот эта гибкость, она необходима. Но и в то же-то время здесь какой-то новый метод опять нам говорят. Может быть, это как новая веха в жизни. Вокруг вас могут меняться законы, кстати. У кого-то проиграется именно так, что идет смена. У кого-то руководителей на работе, у кого-то приказы на работе меняются, а у кого-то глобальнее что-то, да, для того, чтобы оформить какую-то важную бумагу, встречу осуществить. Вам придется, опять же, корректировать свои планы и, возможно, перелопатить кучу информации. Отшельник не говорит о том, что мы торопимся тратить деньги. Скорее всего, тут по деньгам, ну, так более прижимистому быть. Ух ты, вот это да. 3 старших аркана. Тут вам что-то по судьбе. И, кстати, ведь 2 карты власти вам выпали. Аркан Император, карта власти. И, знаете, система иерархии, кстати, Верховный Жрец то же самое. А еще у вас 10 кубков. А может быть, это у кого-то из вас, мои дорогие овны, вопрос и правда стоит по личной жизни. Он может быть связан как и с поездкой, с переездом, или вот с местом проживания, да. Может быть, кто-то решает именно по жилью вопросы. Купить, продать, или вообще, в принципе, где находиться. Может быть, придется изучить законы. Вам, возможно, в июне, приготовьтесь, придется вот такое небольшие, может быть, путешествия совершить. И я имею в виду, ну, как по чиновникам, по кабинетам. Потому как мы уважаем власть, закон, порядок по 2 арканам и готовы пройти
какой-то путь. И если вы даже предположили, вот тут ведь может быть банально, вы думали, какую-то бумагу вы оформите быстро. Приходите в кабинет чиновнику и вы упираетесь, как вам говорят, такую информацию доносят, что нет. Вот как ты думал, так не будет. Для этой бумаги надо еще каких-то 10 собрать. Я такое предполагаю. Тогда все карты говорят, вот все абсолютно. Не упорствуй в одном, как будто не подзастрянь в одном методе, в одном кабинете или лично в своем видении. А ты быстрее соберешь 125 бумажек, нежели застрять у одного чиновника и в итоге поставить в тупик какое-то ваше волшебное начинание, потому что тут вам что-то идет по судьбе. Гибкость, видимо, это то, что нужно вам услышать. Третья карта. Третий знак судьбы. А у вас есть группа поддержки, есть те люди, которые вас любят, есть те, которые, возможно, это даже наши близкие по шестерке кубков именно в этой колоде. Опять же, нет закрытых дверей, посмотрите. Тут единственная закрытая дверь, а подальше у нас, ну, пошли все ваши возможности. Да, передумать придется. Но вот какой-то план в том номинале, как вы это предполагали, мои дорогие, не пойдет. Где-то эта карта тоже предусматривает выбор, и когда нам придется договариваться. Ладно. Что будет для вас неожиданно? Что удивит овнов в июне? А вот какое-то разочарование, тройка мечей. И это, кстати, пережитый опыт. И когда тройка, это всегда карта будущего. Но на данный период времени она обрисовывает то, что вот происходит в нашей жизни сейчас. То есть, скорее по тройке мечей. Это какая-то прежняя история, которой вы уже пытались подступиться или пытались ее решить, но у вас это не получилось. Вы приобрели опыт какой-то, и вот у вас сейчас, мои дорогие, что удивит? Тут действительно вас может удивить здоровое равнодушие. Если раньше какую-то тему, вы можете такую метаморфозу в себе даже заметить. Если раньше вы бы где-то брали на импульс, или вас это как эмоционально цепляло, а теперь этого нет. Паш кубков. Это здесь приходит возможность, радость. Может быть, это сама по себе какая-то новость, которая придет по тому вопросу. Может быть, это как какой-то маневр, мои дорогие, по той теме, о которой вы думали, и прежде она у вас никак не решалась. Здесь будет какая-то лазеечка. Для кого-то из вас это может быть банально. Добрые вести от ваших детей, может быть, даже взрослых. Это тоже где-то вас удивит, и самое главное, опять же, договариваться придется, карта жонглера. Как будто, ну, ты мне, я тебе. Или когда вот, кстати, по этой карте будь легок на подъем. Ну, Овен легок на подъем, это я точно знаю. Собраться это только подпоясаться. И если что-то решил, то уж точно. Низкий старт уже обеспечен. Но тут ведь еще, знаете, нам говорят, пробуй, пока не получится или не надоест. По этой карте мы как осваиваем новые методы. И, может быть, для кого-то из вас это по работе, если вы ищете работу. Рассмотрите какие-то альтернативные варианты, это точно. Потому что вы скорее как раз решите вопрос, найдете работу. Или, может быть, это пусть будет даже связано, когда, ну, если вдруг, да, предположим, у вас дела в суде или решается какой-то серьезный вопрос. Сменить юриста, сменить адвоката. Потому что какая-то прежняя, опять же, да, переложим вот на знаки судьбы. Потому что прежняя какая-то концепция, она не сработает. Ее нужно скорректировать. И тогда, по сути дела, победа будет у вас в кармане. Потому что именно сейчас, тут не в ожидании дела, понимаете, иногда по семерке мечей мы как будто чего-то не замечаем. Мы вынуждены больше подождать или что-то отложить на потом. Этим самым мы тоже упускаем время. Но вот как решимость приступить к какому-то делу и в то же время объективизм, когда нам не нужно чересчур торопиться, все карты об этом тоже, потому что нужно сделать не быстро, мои дорогие, а нужно сделать правильно и хорошо, надежно. Вот такая задача перед вами на июнь. С кем, с чем это будет связано? Неожиданные какие-то контакты. И, ну вот нам снова выпадает королева жезлов. Вы, правда, можете столкнуться с тем человеком, который где-то, ну, как похож на вас. Или это, опять же, ваша задумка. Что прояснится, мы еще спрашивали. Десятка мечей и четверка мечей. Вам что-то передумать придется.
Это именно ваша задумка, мои дорогие, от начала до конца. Но это где-то совпадает со всем тем, это точно. Приготовьтесь, мои дорогие овны, что вы что-то переиграете, измените. И действительно добавляет где-то смысла к первой позиции туз жезлов, то есть будет информация. Это та информация, которая делит нашу жизнь на период до и после. Это та информация для нас как шанс, когда мы не можем что-то отложить на потом. Значит, вот такие энергии будут присутствовать в начале лета, в июне, в начале июня месяца, когда нужно что-то переиграть, переосмыслить, найти более достоверную информацию. Или, как я говорила, поменять метод, или, может быть, юриста поменять, да? Перекладывайте на себя. И к чему же приготовиться? К чему все идет в течение июня? А ведь если мы говорим о согласованиях, о каких-то важных бумагах, нам показан эксперт. Вот, кстати, юристы и адвокаты идут по этой карте, врачи тоже идут. Люди, работающие с металлом, люди в погонах. Ну или, по сути, где-то энергетика похожа на императора. Это высокопоставленные лица, какие-то персоны, которые имеют рычаги влияния в своих руках или призваны за счет своей профессии или должности решать какие-то темы. Вот какая-то задача у вас точно прояснится. Так еще к чему же приготовиться, к чему все идет. А вот я не могу сказать, что с места в карьер куда-то бежать надо. Тут какой-то вопрос, это вот вам карты говорят, не будет решен очень быстро. Именно регламент часто проходит по семерке пентаклей. По семерке пентаклей, если вопрос касается работы, то нам как будто нужно еще ухаживать за этим детищем, проектом. Или если это новая работа, то тогда, ну, знаете, как адаптироваться где-то, да? Ну, прочувствовать свое место в этом обществе или в этом коллективе. Паш Пентаклей, как будто вы получите новость. Ладно, так а к чему же приготовиться? Все же я должна сказать, мы смотрим на начало июня, начало лета. Поэтому правда, вот именно начало июня нам не говорят о том, что это будет какая-то скорость. Карта Луна– это всегда как сумерки. Для вас сейчас, вот как я говорила, сделать лучше надежно, чем сделать, ну, как бы и так сойдет. Или с вариантом, что, ну, авось как-то прокатит, да, вот так. И иногда по этой карте, вот еще такой момент, к чему все идет, да, мы если говорим. Здесь может проходить какая-то ситуация, меня смотрят люди из разных стран, когда вам буквально с собой нельзя рисковать, когда вам нельзя принимать какое-то решение именно на импульсе, или когда оно основано на эмоциях, или когда вас кто-то уговорит. Вам как будто и не вправо, и не влево, вам между. Может быть, вот своим путем вам и выпадает отшельник. Да, договариваться придется, но, знаете, не говорите, не рассказывайте о себе много. По крайней мере, в течение июня вам такие энергии будут помогать. А также настройтесь на то, что будет приходить разная информация. В течение июня, возможно, будут добавляться по вашей интересующей теме задачи. Вот она сама будет добавляться какими-то новыми сведениями. И каждая новость, она будет несколько отличаться от предыдущей. И, может быть, вам будет казаться, ну что это, опять ничего не получится. Нет, тут именно какой-то процесс развивается постепенно, когда быстро что-то не решишь. И поэтому по аркану Луна, кстати, это карта интуиции. И ваша задача до конца 2026 года, как развить в себе эту интуицию, это мы говорим о самодоверии, мои дорогие. Научиться себе доверять. Может быть, вы раньше где-то предполагали, у нас еще пока Херон в Овне, в вашем знаке. И это как символ израненного целителя, когда мы даже можем пытаться, ну, как решить заново какую-то проблему, причем старую, такую, как заезженная пластинка, но пользуемся-то мы одними и теми же методами. Но самое главное, наверное, в основе это ваше благородство может лежать. Или какой-то очень добрый план. Но нам говорят о том, что по Хирону Вовне даже наши самые благородные помыслы не всегда в реальности именно так же откликаются, по крайней мере у людей. Поэтому тут нельзя надеяться на людей. Вот, мои дорогие овны, я должна это сказать. Правда, прочитайте, у меня есть как и статья Хирон в Овне, также у меня гороскоп на июнь. На моем сайте ссылки будут в описании под видео. Я думаю, мы ведь все разные, правда?
Вот вам тут какую-то хитрую задачу вы можете решить, но, видимо, не так быстро. Ладно, давайте узнаем дальше. Что же будет меняться? Точно. Но приготовься к переменам. Это неожиданности. Это могут быть где-то уже неожиданные сведения. Возможно, от конкретного человека. Я не исключаю, либо это будет человек семейный. В смысле, принадлежит который именно вашей семье. Может быть, это как член семьи. Может быть, это будет человек, который просто рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. Возможно, это просто вопросы, которые связаны с вашими родственниками. Посмотрите, вы тут можете решить какую-то задачу. Аркан мир. Конечно, мы надеемся, что все идет к миру. Из какой страны бы вы ни смотрели. Во многих странах сейчас неспокойно и по разным совершенно причинам. Но тут ведь самое главное, что будет меняться. Овен, ты получишь какой-то волшебный итог. Возможно, в этом будет участвовать еще какой-то человек. Или когда вы никому не верите. Или, вот я говорила, не рассказывайте о себе много. Но у вас будет какой-то человек, которому вы верите, который, ну, абсолютно точно умеет хранить какие-то тайны. Может быть, это общий проект или вот ваш близкий, любимый человек. И вам вот такую поддержку, как высшие силы, да, в лице конкретного человека будут давать, и тогда вот одному как будто вы можете доверять. И это тоже такое своего рода вдохновение или приток для вас сил, когда вы даже вот с близким обсуждая что-то, причем какую-то мелочь с учетом рыцаря жезлов. Тут ведь всегда такой неожиданный какой-то поворот событий. Вот значит, неожиданный поворот он может быть, но может быть на семейном совете. Или это могут быть, например, люди, которые вхожи в ваш дом. Опять же, один человек. Вот иногда по этой карте не только близкие, а друзья идут. Но это не буквально каждый встречный или даже наше привычное общение. Поэтому храните о себе тайну, будьте хитрее, это точно. Две семерки. Когда с двух колод повторяются карты, хитрее быть необходимо. И о себе тут много не рассказывать. И даст вам как будто пространство, вселенная, возможность как забрать свое или какую-то реализацию осуществить. Но это будет именно, если мы говорим забрать свое, то вот разделены как будто эти 7 мечей на две части. Два меча принадлежит как лисе, да? Опять под мышкой находится у нашего героя. Поэтому, ну, вот знаете, как то, что нам идет действительно по судьбе, у вас не заберет никто. Не переживайте. Поэтому где-то карта говорит, не торопись. Ты сейчас как само внимание должен быть, Овен. Одновременно анализировать, что вокруг тебя, какие новости приходят. Потом, может быть, еще и проверять эту информацию для того, чтобы именно ваш какой-то проект осуществился. Но и после этого тебе как будто и сохранять свое добро придется. Но вот как-то неоднозначно. Что ждет в личной жизни, мои дорогие? А в личной жизни... Вот я могу даже, знаете, как предположить, в личной жизни есть как раз прогресс. И, может быть, вопросы где-то вас больше кого-то из вас, дома, семьи, возможно, финансов, вот, кстати, и оформление отношений, или какие-то планы вашей семьи. Вот они могут на начало лета, начало июня быть темой номер раз. И вы здесь получаете явно какую-то, как информацию. Ту информацию, которая вам необходима. Но это карта скорости. Значит, приготовьтесь, что вам, возможно, придется с кем-то встретиться, куда-то отправиться. И эта карта будет говорить, что пункт, да, хоть мы и говорили, что неспешное течение жизни, но или как какой-то реализовать ваш проект быстро у вас не получится. Потребуется больше времени или больше согласований. Но вот знаете, это ведь карта доброй трансформации. Но всегда по восьмерке это и есть какие-то стремительные перемены. Нам здесь тоже сказали. И неожиданности, да, что будет меняться. Поэтому все-таки есть в июне месяце тот пункт, когда, ну, может быть, вы и новость получите или получите документ. Когда кто-то сможет именно куда-то отправиться, поехать, переехать даже. Решить, тем не менее, вопрос. Но я также не исключаю, что по восьмерке кубков нам говорит карта. Как только ты, Овен, ну, может быть, что-то
сделал, но немножко в другом ключе. Или что-то ты исправил, или с кем-то договорился. Вот мы тут много говорили, что это может быть через контакты. Прогресс вашего дела очевиден. Вы сумеете найти какой-то выход. Ну, вот так, не совсем тут нам про любовь, хотя десятка кубков у нас уже выпало. Но давайте спросим, с чем это связано. Ну, тут вообще не случайно и нулевой аркан. По тройке пентаклей мы как или жизненный экзамен проходим. Может быть и правда кто-то из вас сейчас сдает. Кто-то сдает сертификат, хочет получить. И нужно обязательно, ну, как-то сдать экзамены. Вот банально, да? А для кого-то еще пройти курс обучения, чтобы этот сертификат получить. Но для кого-то из вас это как может быть и смена работы, мои дорогие, кому это актуально. Да, мы смотрим на личную жизнь. Ну, значит, сфера работы будет оказывать влияние, ну, или каким-то образом с личной жизнью пересекаться. Но вы победитель, мои дорогие. Ну, Овен всегда победитель. Но карта также говорит, что, ну, вот эти методы альтернативные необходимы, и более того, победу придется удерживать. Финансы. Что ждет в июне? Паж мечей. Сама по себе карта, она будет говорить о том, что вы получите какую-то информацию, которая касается финансов. Вы можете получить какое-то известие, которое связано, может быть, с вашими финансовыми планами. И вам придется что-то переиграть и видоизменить. И вот самое главное, смотрите, карта иллюзорного успеха. Может быть, нам где-то Таро 78 дверей об этом говорила. Ты станешь на выборе. Вот я иногда говорю вот по финансам. Хотя нам сказали, десятка сразу же выпала. Да иерофант выпал, император. Ну, как бы деньги есть. Но тут другая концепция. Концепция трат, концепция заработков. И если прежде мы были уверены, что вот наш какой-то метод, он нам дает надежность, то вот здесь тоже, может быть, и по финансам что-то будет совсем скоро меняться, потому что по пажу мечей, я иногда говорю, пора как будто сворачивать, менять свою траекторию. Но хочется спросить, начало июня, деньги. Сами по себе деньги, получение денег для овнов. Тут какие-то задачи. Ну, деньги есть, деньги будут, это правда. Все то, что я уже сказала. А что-то меняется вокруг вас. Меняйтесь и вы сами, потому что это открываются и новые возможности. Но пока вы разберетесь, может быть, какие же в моих руках вот эти нити, на что я могу рассчитывать или с кем правильно взаимодействовать, вот здесь вам эту траекторию придется самим прокладывать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Ну, как-то непростой расклад. Тут есть какая-то идея у овна, так и хочется сказать. Буду благодарна вашим комментариям. И я всегда с удовольствием читаю их. Хоть и не всегда отвечаю, не успеваю. Надеюсь на понимание. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Читайте публикации на моем сайте. Подписывайтесь на телеграм-канал, где собраны все виды моего творчества. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.